Всем привет! Меня зовут Миша, и я продолжаю путешествовать по Таджикистану. Обязательно посмотрите предыдущие серии, если не видели. На канале есть видео про Фанские горы, Дангару, Нурек, Куляб, а в этой серии я отправляюсь на Памир. Увидим необычайной красоты горы, прокатимся по Памирскому тракту, очень живописные, но при этом довольно опасные дороги. И еще много другого. Приятного просмотра! Второй раз нам приходится попрощаться с нашими двумя товарищами, да, с Трояном и с Руманом, да. Вот. В прошлый раз я ехал на Фанские горы, а сейчас я еду на Памир. Вроде бы там все подуспокоилось, как мне говорит Троян. Надеемся и рассчитываем, что дорога пройдет спокойно. Вот. И направляемся, да, потом в сторону Киргизии. Вот. Ребятам еще раз спасибо. Удачи тебе, успехов. Все, начинаю стопить в сторону Куляба, собственно, откуда я приехал. Поедем той же дорогой, но уже на Памир. Что прикольно, то что здесь в Таджикистане есть вот такие автоматы, и здесь продаются разные напитки, и среди них есть горилла энергетик. Это вы разливаете, да? Сколько стоит? Один. Сколько один стакан стоит? Абакан. Сколько? Один самон. Один самон. Ну давай один. Ну так, прохладненько, немножко освежает. Кстати, очень популярная тема. Здесь повсюду стоят вот такие автоматы с мороженым. Прям по городу идешь, и везде они есть. И за самон, за 2 самона, за 3 самона можно купить рожок. Шамсидин, короче, угощает сейчас мороженое у меня. И едем в сторону Нурека на поворот. Вот, докинет меня. Благодарю. Вот так вот здесь оформляют. Здесь дорого. Да. Дороже, чем в России даже. Да. Короче, в тоннеле у нас закончился бензин, значит, да? Вот такое дело. Не хочет ехать Мерседес. Как нельзя, кстати, эвакуатор. Вон эвакуатор, все сейчас. Я уже успешно добрался чуть дальше Пенгана. Это та же дорога, по которой я ехал в Душанбе, мимо крепости Холбукской, только что прокатились, которую вам показывал в второй серии. Вот, немножко остается километров 18 до Куляба. Возможно, там можно заночую, потому что 6:30, через 1,5 часа будет темно. Не, ребят, все равно, что не говори, а вот самый вот колорит, самый сок, он все-таки в провинции. Душанбе, конечно, классно, но сейчас вот вернулся в Куляб, и атмосфера здесь, ну, сами видите, она такая более простая, что ли, как это называется. Жизнь прям видно, что кипит. Вот, сейчас иду по какому-то вот рынку. Кстати, когда я первый раз был в Кулябе, я в суматохе, пока делал все эти регистрации, пермиты, симки, я даже не успел толком погулять по Кулябу, максимум на рынке был. А тут, смотрите, вот в центре города есть вот такая классная площадь, какой-то монумент, парк. В общем, очень даже уютненько. Есть? Да. 5 самон? Ага. Все. Спасибо. Вкусные. Все. Удачи. Вам тоже, да. Все, ужин на сегодня есть. Так что двигаемся дальше. Короче, ребята, вот это открытие. Смотрите, что здесь обнаружил. Это магазин Пятерочки. Но мне кажется, что это просто какой-то плагиат. Не стесняясь, просто стырили бренд и все. Смотрите, какое чудо техники. Кайф. Просто. Я, короче, не могу уехать из Куляба. Выехать, точнее. Все маршрутки проходят мимо меня. Вот тройка вроде бы идет. Та, которая нужна. Не знаю, но она, наверное, забита будет. Да, она забита. История такая, что остановился мне Искандер.
предложил подвезти меня до поста, ну и по пути мы решили, что я у него остановлюсь на ночь. Он привез меня в гости и показывает, что у него есть куропатка, да? Куропатка же, да? Куропаток здесь используют для охоты. Искандер показывает, как работает система ловли на куропатку, да. То есть несколько куропаток, да, в поле, да, находится, и рядом с ними ставится вот такая ловушка. На крик этих куропаток, да, приходят другие куропатки. Драться. Да, драться приходят, да. И по итогу попадаются вот в такую ловушку, то есть петелька. Покажи, Искандер, пожалуйста. Попадают в петельку, да, и все их стягивает, они не могут выбраться. Такая вот хитрая система. Утро началось довольно-таки прекрасно, в 5:30. Позавтракал у Искандера, но потом у него родилась идея посадить меня на такси. И вот уже 1,5 часа мы катаемся, ищем такси по Кулябу. И такси туда не едут. Я уже 100 раз сказал, что давай я сам доберусь. По итогу мы там туда-сюда катаемся. Все, успешно. Искандер посадил меня на такси. До куда едем? Какой город? До куда едем? Шработ. Все. А сколько километров? 30. Все, понял. Ну что же, товарищи, друзья, я приближаюсь к приграничной территории с Афганистаном. Я уже в городе Шурабад. Скоро буду на Памире. Здесь уже трафик заметно упал. Машин совсем мало. Я уже иду минут 10. Машин все еще нету. Дальше наш путь лежит с Джамшутом в сторону Рушана. Харок, да. Джамшут едет из Душанбе, тоже вчера выехал. Вот, буквально с разницей там в несколько часов. Сейчас мы остановились в кафе в придорожном, и он говорит, что вот такие штуки вот называются кат здесь. То есть не как у нас в России столы и стулья, а здесь вот такие вот штуки. Вот. Ты заходишь и садишься, можешь даже лечь. Вот. Джамшут сейчас говорит, что покушает и просто вот ляжет, отдохнет, часик поспит, потому что ночью не выспался. Водитель Джамшут отправился на тихий час. Я вышел так чисто немножко посмотреть вокруг. Собственно, вон там вот река Пяндж. И за этой рекой все это уже Афганистан. Представляете, вон там вот села афганские. Охренеть. Типа я рядом с Афганистаном. Конечно, я туда не собираюсь, потому что туда виза нужна. Да и там вообще в целом неспокойно с прошлого года. С приходом Талибана там совсем поменялись правила. Короче, у нас поломка. Проехали мы сегодня совсем мало. И такая важная особенность Памирского тракта. Мы уже въехали, да, в Памир. То, что машины здесь едут прям крайне редко. Одна машина там, не знаю, минут 20 это норма. Еще и Джамшут мне сейчас рассказывает такой прикол. Я выхожу на улицу, слышу что-то взрывается, что-то стреляет. А вот там за хребтом, вот даже слышно. Ну, говорит, это афганцы просто так стреляют. Вот, выстрел слышны. Вот. Не знаю, передает, не передает. Просто так, типа. Да. Как город называется? Калайхум. Калайхум. Проезжаем Калайхум. Вроде бы сегодняшний день идет нормально. Мы едем. Вчера были поломки. Сначала кардан, потом колесо. Вот. Сегодня едем. До Харога 240 километров. И вот так вот на протяжении почти 600 километров вдоль реки Пяндж. С одной стороны будет Таджикистан, с другой стороны Афганистан. То есть сейчас мы смотрим на афганский город,
сейчас на таджикистанские. Кстати, между двумя берегами периодически можно видеть мосты, которые раньше были вполне себе, использовались, были активными, а сейчас они просто закрыты. С приходом Талибана, да? Талибан пришел, сказал, все, больше мы к вам ходить не будем, вы к нам тоже не будете. А вроде бы где-то в южном городе где-то рынок был афганский, да? Сейчас тоже нету, да? То есть был афганский рынок, афганцы приходили, продавали какие-то свои товары. Что же такого особенного в Памире? И что это за регион? Начнем с того, что сам Памирский тракт соединяет между собой Киргизию и Таджикистан. Пролегая от города Ош в Киргизии до столицы Таджикистана, города Душанбе. Протяженностью более 1200 километров дорога является главным связующим звеном между двумя странами. Других дорог здесь нет. Почему же дорога в таком ужасном состоянии, спросите вы? Дело в том, что закончили строительство ее в 1937 году, еще во времена Сталина, и с тех пор из-за ряда усугубляющих факторов в виде гражданских войн, конфликтов между Бадахшаном и Таджикистаном, а также коррупции, дороге доставались лишь мелкие ремонты. Да и в целом вы видите, какие здесь горы, а там, где горы, там и селевые потоки, камнепады с оползнями, и погода весьма переменчива. Дороге изрядно достается. Но отважным водителям это не мешает регулярно уходить в рейсы на Памир. Опасная дорога, да? Здесь ерунда. Там и дальше опасно будет, да? Офигеть. Вот так и живут. А если осыпается, технику ждут, пока придет, да? Остановились, чтобы покушать. И взяли молоко. Теплое, горячее, да? Да. И туда добавляют здесь масло сливочное. Тоже сами делают масло, да? Вот так вот, вот такой вот типа завтрак. Туда добавляешь лепешку, вот, как Джамшут делает. И получается очень вкусно. Вкусно. Просто сантиметры остаются. Вот это вот конфуз. Пипец, дороги очень опасные. Просто тут обрыв метров 10. И вот едет бензовоз. Сейчас ему тиранули зеркало. Просто жесть, ребята. И это только начало, дальше еще жестче будет. Еще уже дорога. Охренеть. Пипец, просто. Вот такие расклады, ребята. Пипец, вон моего водилу сажают за руль, говорят, ей, давай, не бойся. Вон работяги делают этот мост. Вы просто, блядь, посмотрите. Я даже без мата не могу говорить, потому что здесь скала, выступ, и ему придется половиной ехать вот по этой балке. Охренеть, охренеть, просто пипец. Отсыпается об скалу, да? Не, проходит сверху. Все нормально. Просто, ребята, а он наклоняется. О, там балка прогибается. Мать. Это жесть. Все из-за коррупции, да? Такие дороги здесь, на Памире. Спасибо тебе, Джамшут, что сам цел остался. Это жестко, реально, ребята.
Я стоял, у меня аж пот холодный потек. Короче, ситуация такая, что мы уткнулись в фуру, а разъехаться здесь вообще негде. Назад. Давай. Отодвинули мотор. Вроде справились. Сейчас Джамшут летит, и он за ним еще внедорожник пристроился. Прочистимся. Вон там тоже колонна собралась. Экскаватор там, еще что-то. Да, местные торговцы, да? Предприниматели. Абрикосы продают. О, затарились. Ну вот, кушать будем. Сколько стоит? 15 самон. 15 самон целое ведро. А с той стороны вот еще раз покажу вам Афганистан немножко. Зато знаки есть. Вон парни памирцы поехали на Тойоте. Так и живут здесь. Главная магистраль. Периодически по дороге в сторону Рушана, Хорога встречаются вот такие КПП с шлагбаумами, потому что приграничная территория с Афганистаном, вон он все время рядом, проверяют документы, паспорта, вот, и ну, машины, соответственно, что везут, что не везут. Не, ну а что, в Памире очень интересно путешествовать. У нас утро началось с физзарядки. Поменяли 3 баллона местами, потому что здесь беда. Вот. Зато, ну, я осознаю до конца то, что мое кредо — это чинить всяческую технику. Может, вот оно мое призвание. В тайге чинил там эти вездеходы. Там, если что, вон можете посмотреть в плейлистах «Тайга». Здесь чиню фуры. Когда на машине путешествую, свою машину чиню. Гаечку сюда. Гаечку туда. И сейчас поедем. Блоки стоят для того, чтобы отстреливаться. Если вдруг с той стороны начнут палить, за ними скрываются. Они сделаны из сетки, и внутри камень кладут, да. Ну, это такая типа оборонительная система, защитная.
дороге мы добрались с Джамшотом. Все супер. Дальше будем двигаться в сторону Мургаба. Здесь переночуем и потом поедем дальше. Теперь подробнее о Памире. Бадахшан, он же Памир, высокогорный регион, занимающий большую часть Таджикистана, второй по высоте горной системы мира. Также его поэтично называют крышей мира. Занимает всю восточную часть Таджикистана и является крупнейшим по площади регионом страны. Столица – город Харок. Регион сравним с Тибетом, Гималаями, Андами и Кунь-Лунью. Наивысшей точкой Памира является пик Исмаила Самани. Ранее это был пик коммунизма. Максимальная высота его составляет 7495 метров. Да, очень популярная тема здесь это вот эти тандемы. Прям без остановки едут. Но это главный транспорт общественный здесь, да? Автобусов нету, есть тандемы. Все, наконец-то мы на базе. Вчера приехали, помылись, покушали. И вот сейчас выгрузимся и поедем в Мургаб. С Джамшутом мы привезли зерно сюда. Это такой зерноперерабатывающий. Здесь хранят зерно, делают муку из него. И вон там на палетах мешки лежат. По мешкам по таким фасуют. Вот. Сейчас будем вот сюда высыпать зерно. Смотрите, какой здесь попугай у пирата. Красивый. Классный. Маленький, да? О. Вот так вот высыпают, загружают зерно. Сейчас дальше с помощью погрузчика будем выгребать. Вот такая лопата есть, сейчас ее парни туда закинут. Это вот они перемалывают, да? Прикольно. А зерно отсюда, да, идет? Отсюда зерно идет, дается. Это уже готовая мука. И потом мешки насыпаете, да? Ну так получается, что наши пути с Джамшотом немножко расходятся. Мне надо двигаться в сторону Мургаба, а его срочно вызывают в Душанбе. Да. Вот. Ну ничего, мы с тобой 3-4 дня почти, да, вместе провели. Спасибо тебе за компанию. Да, за что обижаться? Слушай, очень классно проехались. Мне кажется, хорошее впечатление. У меня эмоции, и у тебя тоже. Спасибо тебе огромное. Блин, такой трогательный момент. С Джамшутом 4 дня ехали, уже реально как родные друг другу стали. И сейчас приходится прощаться. И буду двигаться в сторону Мургаба. Вот как раз доехали вот до такого водохранилища небольшого. Там какая-то подстанция, походу. Вот сейчас буду здесь стоять, ловить машины. Машины, кстати, идут очень редко. И в частности все забитые. Хушамадет. Добро пожаловать. Бады-Хати. Не знаю, что такое. Новобот. Это, походу, населенный пункт. Я все чокаю пешочком. Хьюстон. У нас
глобальные проблемы. Вчера вечером я узнал, что киргизскую границу закрыли. Вот именно вчера. И по этой причине мне придется с Памира возвращаться опять в Душанбе. И оттуда уже двигаться через Узбекистан. И еще одна история. Вернуться я сейчас не могу по той причине, что тот мост, через который мы проезжали с Джамшитом, он обрушился. И, короче, все машины, которые ехали сюда, они там стоят, и которые едут туда, они тоже там встанут. То есть, как вы можете наблюдать, все фуры сейчас едут по направлению в Душанбе. Вот. Что это значит? Что я как будто на необитаемом острове. Вот. Что делать, я не знаю. Машин вообще прям нету. Я вот уже полдня протусовался, уже 3:30. Я проехал 20 километров чисто на машинах, которые, ну, здесь такие локальные. Такие дела. Друзья, короче, такая история. Проехал я сегодня за день 20 километров. По той причине, что да, вот мост сломан. Машин в сторону Мургаба нет вообще. И я понял для себя, что это, наверное, какой-то знак. Вот я, да, немножко суеверный, но меня мое чутье никогда не подводило. И, ну, так чисто поделюсь своими эмоциями. В общем, вчера мне звонит Троян, говорит, граница закрыта с Киргизией. То есть я собирался в Мургаб и потом в Киргизию. Первый знак. Сегодня ломается мост, машин вообще нету. Второй знак. Сидел там в кафешке, ждал, когда хотя бы какая-нибудь машина пойдет мимо. Просидел тоже, не знаю, там часа 3, наверное. Только выхожу, и начинается дождь, начинается ветер. Я такой думаю, ладно, хорошо, третий знак. Такой, ладно, типа, сейчас вот машина, если пойдет попутно в сторону Мургаба, значит, все-таки поеду туда. Если поедет навстречу, значит, буду возвращаться. 3 машины мне навстречу. 4-й знак. И для закрепления я всегда беру и подбрасываю монетку. Монетку подбрасываю, она говорит, нет, возвращайся обратно. Звоню Джамшиту, говорю, так-то, все, я возвращаюсь. И он говорит, да, вот я как раз только разгрузился, сейчас вот буду выезжать в сторону Душанбе. Давай, говорит, я тебя жду. И буквально за минуту я ловлю машину, которая меня вот эти вот 20 километров отвозит обратно. И вот мы с ним встретились. Вон он сейчас идет. Тут на видео рассказываю про ситуацию. Вот Джамшит снова. Снова нам придется с ним ехать. Это хорошо. Это хорошо, да? Тебе веселее будет. Да. Мало ли поломки какие сразу. Ты уже знаешь, что мы быстро справимся. Единственный нюанс, как... Тише, тише. Кока-кола взрывная оказалась. Давай, я вытру. Рули. Единственный момент, который есть, это то, что мост сломан, и неизвестно, когда он будет починен. Вот. Так что, возможно, мы там подзависнем маленько.
Я чем больше с Джамшитом еду, тем больше убеждаюсь, что таджикские дальнобойщики, они непобедимы. Вот у нас произошла такая ситуация, что просто оторвало этот контакт клеммы, да. Вот просто его нету. Джамшит говорит, ничего страшного. Этот кусок, который оторвал, он говорит, сейчас мы его расплавим. Вырезали вот с банки энергетика вот такую формочку. И сейчас, говорит, поставим туда и зальем просто сверху. И поедем дальше. Я вообще в шоке. Горел. Смотрите, какая красота здесь. Сами сделали, да? Это не просто водопад. Водопад это да, родник идет с гор. Но самое классное, что здесь внизу сделали погреб, чтобы консервы, банки всякие, всякие закатки, они там хранились нормально, не вырывались. Такой вот самодельный холодильник. Вот такой домик. Уютненько. Вишни растут, живая изгородь, каменная кладка, столик. Ну и так вот, в принципе, здесь во многих домах быт устроен. Да, вот тоже смотрите, какая изгородь интересная. А сделана вообще с подручных материалов. То есть какие-то палки с проволокой стянуты, и между ними ветки просто стоят. Еще стоит упомянуть про технику. Техника, конечно, здесь в очень уставшем состоянии. Даже вот эта вот фура, на которой мы едем с Джамшитом, она вся такая пошорканная. Все баллоны абсолютно все разные, разных производителей. У нас за нашу дорогу и туда-обратно уже мы поменяли 4 баллона, кажется. Здесь фура стоит, у нее там вообще с мостом проблема. Народ здесь занимается в основном земледелием. Вот, пожалуйста, картошечку копают, окучивают, копают, говорю. Рано еще копать, только посадили недавно. И на зависть многим российским городам. Вот это вот село совсем маленькое. Тут, я не знаю, 100 человек наберется, не наберется, но посреди села есть туалет общественный, бесплатный. И причем довольно-таки даже чистый. Поразительно. Сейчас мы с Джамшитом должны загрузить белый камень. И его мы повезем в Душанбе. Вот здесь его добывают, вот такая гора огромная. И здесь его нарезают, грузят в машины и везут в Душанбе. Резать будет, да? Тебя как зовут? Али, я Миша, да. Будем знакомы. Ты говоришь, с этого мрамора, да? Все московское метро почти сделано, да? С какого года уже карьера это? В 80-е годы? С 80-х годов, да. Сначала взрывали. Сначала, говорят, взрывали, а теперь режут. Вот такая технология. Вот такая машина на полозьях. И натянута леска. И леска режет камень. Здесь работают ребята, там работают. Это вот алмазный бур этот, да? Да, да, вот это видишь, раз, два, три, четыре, через каждый пять вот это прессует. А, запрессовывают, да? Да, она уже как пружина, вот, смотри. Тянется, да? Это когда его прессуют, вот здесь пресс специально держит. Если его снимать, она уже вот Порвется. рвется уже, да. Вот это уже нормально, рабочий трос. Все это он режет уже, да? Водой режет. Водой режет? Вода плохо попадает, если вода нет, вода рвется. А, порвется, да? Да. То есть цепь, да, натянута,
А как вот эту дырку делаете внизу, чтобы цепь протянуть? А, бурт специальный, да? Делаете дырку, протягиваете цепь, да? И воду подаете, чтобы не нагревалась, да? Нет, она если нагревает, она будет разрываться. А, понятно. Ну да. Так уж получилось, что я раскрываю все карты того, что слышал об этом регионе, поэтому расскажу о безопасности путешествия по Памиру. Нестабильная политическая ситуация заставляет многих туристов со всего мира отказываться от путешествий в Памир, и этому есть основания. 29 июля 2018 года несколько туристов стали жертвами теракта во время велопоездки по Донгаринскому району Таджикистана в Памире. 5 нападавших преднамеренно загнали машину в группу из 7 велосипедистов, а затем напали на них с ножами. 4 велосипедистов были убиты. 2 из Соединенных Штатов, 1 из Швейцарии и 1 из Нидерландов. Исламское государство, запрещенное в России организация, взяло на себя ответственность за нападение. И что бы ни говорили о президенте страны Эмомали Рахмони, его реакция на происшествие была весьма жесткой, но вернула туристам уверенность в безопасности. Нападавших преступников ликвидировали, а следом президент заявил, что если кто-то поднимет руку на туристов, то не только зачинщиков, но и их семьи ждет суровое наказание. Более того, если от туристов поступят какие-либо жалобы, пусть даже у них просто попросят денег, будут применены меры. Что касаемо моего опыта, то ни в центральном Таджикистане, ни в Памире никакого негатива или агрессии в свою сторону я не видел. Возвращаясь обратно, мы натыкаемся опять на тот самый мост, по которому мы очень рисково проезжали. Здесь полным ходом идет его ремонт. Но швеллер также лежит, заливают опалубку. На этом путешествие по Памиру подходит к концу. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Не забудьте оценить его и подписаться на канал. И до новых встреч!